Всех приветствую! Сегодня мы будем обозревать и судить Netflix за их новое творение Castlevania Nocturne. Этот разбор явно будет очень долго, поэтому запаситесь красненьким и какими-нибудь вкусняшками или человеческой едой. Сегодня я не один, на связи мой вампирский коллега. Мы смотрели Castlevania Nocturne и довольно часто обсуждали ее в чате. Лоренс даже сделал мемчик по этому поводу. Приветствую уважаемых подписчиков канала Ксандера. Меня здесь абсолютно никто не знает. Меня зовут Лоренс Ди. Я веду небольшой телеграм-канал, где рассказываю о своем творчестве. В основном это какие-то арты, тексты, иногда какие-то вещи, которые я делаю своими руками, и совсем редко музыка. Так что, если вам такое интересно, особенно учитывая, что все это обычно на вампирскую или какую-нибудь мрачно-романтическую тематику, то милости прошу в свой телеграм. Меня тут пригласили вместе с Ксандером оценивать первый сезон Castlevania Nocturne, и я хочу сделать небольшой дисклеймер. Это Ксандер тут задрот, душнило, естественно, все эти слова я говорю любя, который играл в игры, все знает, я знаю ничего. Мое же мнение о Ноктюрне основано только на сериале, поэтому имейте это, пожалуйста, в виду, чтобы никаких тапок или факелов с вилами в меня потом не полетело за неправильное мнение. Начнем с первого сезона. Netflix взяли за основу Castlevania Симфония Ночи, также Castlevania Rondo of Blood. Хроники Дракула X. Действие игры разворачивается в 1792 году, и Netflix решила: о, это же французская революция, значит мы обязательно впишем французскую революцию к нам. Главный герой – Рихтер Бельмонт, Мария Ренар, Аннет и так далее. В отличие от оригинала, деда Дракулы мы здесь не увидим. А так хотелось. Хватит. Я проявлю доброту в последний раз. Вместо Дракулы у нас некая вампир-мессия. В оригинале Дракула возродился вместе с своим замком и похитил девушку Рихтера, а также и других девушек, которых нам нужно спасти. О персонажах мы еще поговорим. В первом сезоне мне нравится графика, общие планы. Внешность вампиров-аристократов, которые, к сожалению, умрут в первом же сезоне. В начальной сценке участвуют 3 персонажа. Юный Рихтер, Джулия Бельмонт и Олракс. А можно их зажигать по очереди? Молчи! Честно говоря, я не мог найти, кто такая Джулия Бельмонт, поскольку, как оказалось, ее просто не существует. Я знаю только Соню Бельмонт, и то она не считается каноном. Девушек с именем Бельмонтов не существует в оригинале. Konami потерли о том, что это является каноном, потому что действия игры противоречат действиям основной игры. Поэтому это не считается каноном. Зато есть бельнадосы, такие как Йохо и Сейфа, которую хорошо показали в первой Castlevania от Netflix. Из Олракса сделали ацтека гея. В оригинале он вампир-лорд, высокопоставленный вассал и администратор замка Дракулы, поскольку имеет собственные крутые покои, очень роскошные. В Moon Knight Fantasy его представили как некого безумного ученого, который экспериментирует с темными материями, делая из простых людей монстров. В играх носит фиолетовые доспехи в сочетании с благородной одеждой и может превращаться в огромного монстра. Могущественный сюжетный босс в Симфонии Ночи. Также у нас есть командор Олракс, один из командиров, служащих при королеве вампиров, Кармилле, из мною любимой игры Castlevania Lords of Shadow. В начале сериала кажется, что он представляет какую-то угрозу, но на самом деле это только кажется. Об этом я расскажу чуть позже, почему так. Олракс убивает Джулию. Причем, мне кажется, если бы Рихтер сидел за ящиками, то Джулии не пришлось бы его спасать. Соответственно,
у нее был бы шанс его убить. В любом случае Джулия убита, и Олрекс вместо того, чтобы убить очередного Бельмонта, которая, я напоминаю, веками охотится на вампиров и разных монстров, мистер Олрекс говорит будущему убийцу-вампире бла-бла-бла: «Вот что ты чувствуешь, мне знакомо это чувство бла-бла, потеря близкого человека». Твоя мама отняла у меня того, кого я любил, так же сильно, как ты любил ее. Я могу убить и тебя, и я это сделаю когда-нибудь, но не сегодня. Именем Осириса и Аписа повелеваю, посмотри мне в глаза. Как ты это делаешь глазами? Ау, тупица, приди в себя. Это человек, этот мальчик из рода Бельмонтов. Бельмонт? Я думала, они вымерли. Может, потому что всем известно, что Бельмонты охотились на подобных нам грёбаными столетиями. И если один из них выжил, у него может быть доступ к складу с оружием и магической утварью, о котором твердили поколениями. Но ни разу не нашли, а они пользовались им, охотясь на нас грёбаными столетиями. Он по-любому станет убийцей вампиров. Он не станет фермером. А еще Олрекс даже не попытался уничтожить оружие Бельмонтов. Кнут с названием «Убийца вампиров». Я вполне доволен своим кнутом и ножами. Благодарю. Многие поколения моих предков убивали вампиров только этим кнутом. Чёртова тряпка, «Убийца вампиров» называется этот кнут. Окей, только не так близко. Замечание. Это уже моя теория. Если бы Олрекс попытался бы превратить Джулию в вампира и натравить Джулию на Рихтера маленького, то это было бы больше похоже на оригинального Олрекса, чем это какая-то странная тряпка, которой важны чувства. А чтобы спасти Рихтера от обезумевшей или вампирской Джулии, то на помощь бы пришел Жуст Бельмонт. Но его вначале вообще не показали, вообще никак. Рихтера бы оставили по итогу, где он есть, с Терой и Марией, а Жуста бы убрали под предлогом, что он ушел охотиться на вампиров. Сюжет бы не пострадал, Олрекса бы раскрыли чуть больше, как персонажа, а не нытика, и еще бы показали Жуста, который попытался бы спасти маленького Рихтера. Но вместо этого мы имеем, что имеем. Рад вам сообщить, что в моем магазине на Озон появились новые крутые товары. Как это кольцо, это кольцо из нержавеющей стали, а также новая крутая одежда и пополнение ассортимента. Не забудь запросить скидку. В первой серии Олрекс показан как реально какая-то серьезная угроза. И, скорее всего, это происходит потому, что мы смотрим на него через призму маленького травмированного Рихтера. Что в целом хороший сюжетный ход — показать угрозу сильнее, чем она на самом деле есть, потому что она тебя так пугает. Но не могу избавиться и от ощущения, что в последующих сериях его смягчили. И очень мало показывают, что он вообще умеет. А умеет он, секундочку, хотя бы превращаться в дракона. По-моему, это в первом сезоне больше нигде не всплывало. А еще он оставил маленького Рихтера в живых, что я считаю тупо. Хотя, если бы Рихтер умер, то одного из главных персонажей не было бы, да и ладно, у него не было на Рихтера какой-то личной обиды, как на Джулию. Или, если нет, тогда зачем обещать, что ты вернешься за ним в будущем? Ты просто оставил проблему на потом. Зачем? Непонятно. Дальше нам показывают красивую сцену с вампирами и Марией. Она такая же, по сути, как и в оригинале, по крайней мере, внешне. Только взрослее, что ли. И она тут бунтарка за революцию. Вампиры нападают на собрание, и уже взрослый Рихтер Бельмонт, тут ему 19 лет, начинает убивать вампиров. Я же говорил! Здесь есть довольно странная сцена. В самом начале, после взмаха кнута Рихтера, голова вампира взрывается. Кнут причем даже не коснулся его. Я посмотрел на скорости 0.25, и это действительно странно выглядит. Эффектно, соглашусь, но странно и нелогично. Причем кнут его не магический никакой, он просто освещен, что нам потом продемонстрируют. А в следующей сценке вампира бьют кнутом по руке. Отчего он только сделал возглас и не лишился руки. Даже нет повреждений на ней. До полнолуния явится вампир-мессия. Пожиратель света, что поглотит солнце.
лучший персонаж этого сериала, безоговорочно тот самый вампир, который слил Рихтеру и Марии все планы главных злодеев перед смертью. Потому что, ну, здорово же, когда твой, по сути, соперник знает точно, что и когда вы собираетесь делать. Придет Мессия, пожиратель солнца. Да, спасибо, мужик. Очень здорово. Давай я тебя убью и всем об этом расскажу, чтобы мы точно попытались тебе помешать. Кстати, если бы они не узнали о плане с Мессией от этого вампира, то они бы, скорее всего, не пошли к аббату, и на них бы, скорее всего, не напали ночные твари. Если кто-то не понимает, в чем связь, то потом поймете. Эту же информацию они могли с тем же успехом узнать у Аннета и Эдуарда, которые придут чуть-чуть попозже. Про Теру. Терри в оригинале 19 лет, и она деревенская монахиня. И, если честно, у меня здесь с ней нет проблем. Ее полностью изменили, но не испортили. Она здесь вполне положительный персонаж. Дальше завязывается битва с ночными существами. И тут у Рихтера прям нулевой импакт. Они все бесполезны. Рихтера чуть не убивают, и тут его спасает некая мадам. И монстры почему-то решили убежать. «О нет, у нее читы на урон! Мы не вывезем! Вас же больше, дебилы! Идите и надавайте им звезделей!» Ну нахер. Даже кинжалы не вонзились в броню, в кожу этого монстра. Это вообще как-то странно. Но некая мадам ваншотнула этого громилу. А кто же это? А это Аннет. Как же выглядит Аннет в оригинале? Соответственно, и не было никакой вуду и прочей подобной магии в оригинале. Как вы можете даже сравнивать? В игре Castlevania Dracula X, если ты не спас Аннет, то ту превращают в низшего вампира, которую придется победить. А в Castlevania Гримуар душ из-за ведьмы Гермины Лекарде Аннет была одержима кормилой. И уже хочется перевернуть стол. Кто это придумал? Пожиратель света, он сказал. Звучит неплохо. Но почему здесь? Что здесь такого особенного? Очень хороший вопрос задает Мария. Почему именно здесь? Что такого особенного в этом их, как он там называется, машкуль? По-моему, машкуль. Вот этот вот вообще меня прикалывает очень пиар-ход от Мессии, которая сказала: я подавлю революцию. Хорошо. Тем, кто против революции, супер. А тем, кто за революцию, что делать? Как они тогда тобой пойдут? Вот тут считаю, что она немного не тем людям себя пытается рекламировать. Так или иначе, даже если у французов бдительность ослаблена революцией, я не верю в то, что никого абсолютно не смутило то, что собирается делать РЖБ. Кроме вот главных героев. Вот кучки детей, какого-то монаха, и мамы, и деда. Вот. То это все люди, которых что-то смущает, видимо. Ну, как бы удачи Франции пережить это все. У вас есть суперская команда по спасению мира. По поводу следующего персонажа, Эдуарда. Он был оперным певцом, и у него было все, вообще все. И я считаю, что здесь он совершенно бесполезен, что он поехал с Аннет. Ведь, будучи в Сан-Доминго, он помогал беглым рабам спрятаться и убежать, что было весьма полезно. Здесь же он совершенно бесполезен. У Эдуарда есть некая схожесть с реальным историческим персонажем. Сен-Жорж, Жозеф Болонь. Возможно, вы о нем слышали. Его еще называли Черным Моцартом. Он также был мулатом и жил в то же самое время. Хотя надо наоборот сделать, поскольку Моцарт вдохновлялся именно им при создании музыки. Обязательно почитайте про эту историческую личность и послушайте его музыку. Она просто чудесна и великолепна. Могли показать намного лучше, как несправедливо относились во Франции в те годы к чернокожим людям. Олораксу бы точно не позволили ходить в таких роскошных одеяниях. Ведь он без титула абсолютный ноунейм. Жозеф Болонь хоть был и самого низшего титула шевалье, но смог добиться расположения как простых людей, так и аристократов, благодаря своему таланту и музыке. Еще один ляп. Начало второй серии. Посмотрите, какая там толпа. Получается, Дролта убивает пару стражников на глазах у толпы. И реакция толпы никакая.
Дальше идет заставка. Также можно написать «Дролта порезала толпу», поскольку они были революционерами, но можно просто плашку текста сделать на черном экране. Тот же самый эффект будет. Мы сэкономили бюджет, все хорошо. О персонаже Дролте. Дролта всем заправляет. Она, скажем так, менеджер Мессии. Мессия — это главный злодей. Теперь послушайте меня внимательно. Это очень важно. Тема кучера не раскрыта. Во второй серии нам показывают очень красиво нарисованного кучера. Даже делают крупный план на его лицо. Но при этом больше он никак нигде не появляется. Так зачем делать ему такой красивый дизайн, который выглядит даже лучше дизайнов некоторых аристократов? Я скажу. На самом деле, это был ключевой персонаж в сюжете, который должен был сыграть решающую роль. Но сценаристы, аниматоры просто решили сэкономить, и поэтому не стали его никуда вставлять. Но кучер на самом деле имба. Тема кучера не раскрыта. Тут сэкономили на облаках, на нижней части. Просто какие-то мазки и ПНГшка. На фоне моря и неба, которые детализированы намного лучше, чем эта нижняя часть облаков. Наша компания идет на разведку в замок. А вот теперь поговорим про музыку. Моя любимая тема. Когда наша веселая команда пробирается в замок, очень красивый, очень стильно выглядит стелс под Вивальди. Но в самый интересный момент музыканты перестают играть, и начинается вот эта вот дженерик, напряженная музыка, которую можно поставить в абсолютно любое другое место. Меня это очень смутило при первом просмотре и до сих пор смущает. Играет Вивальди, оркестр, это все очень красиво нарисовано, но из-за Аннет наших героев замечают. Папа Липа, открой ворота. Аннет, не сейчас. Аннет. Опять у кнута нулевой урон. Зато Аннет из Сан-Доминго раскидывает вампиров. В этом файте Аннет завалила как минимум 5. А знаете, сколько завалил Рихтер? Правильно, 0. Он здесь абсолютно бесполезен. Меня очень интересует один вопрос. Откуда берутся трупы для ночных тварей? Потому что если их убивают нарочно, то, видимо, французам настолько все равно на своих товарищей, что они даже никак не обращают внимания на то, что они пропадают в таком количестве. Во второй серии мы видим бесполезность Эдуарда. Его сливают и превращают в ночное существо. Как я и говорил, он абсолютно бесполезен в бою. Как оперный певец он намного лучше. И еще бы помогал рабам. И жив бы еще остался, если бы остался в Сан-Доминго. Не будем далеко уходить от битвы в замке, я скажу так. Эдуард был там лишним. Он простой фехтовальщик. И в команде из 2 магов и человека с освещенным хлыстом он как будто бы уступает по силе. И его как будто бы привели туда просто чтобы слить. И это бы сработало, если бы до этого нам дали как-то привязаться к Эдуарду и понять, что он за человек и чем вообще будет важна его потеря. Но этого не произошло. И поэтому ощущается, будто бы его жертва была бессмысленной. 3 серия. Больше половины серии нам рассказывают, как там угнетают кого-то, вот рабство, это все плохо. Я даже замерил сколько. И у нас всего лишь 1 вампир на всю эту большую сцену. Я про охотников на вампиров смотрю или про то, как угнетают кого-то там. Это очень тупо во вселенной, где поголовно все вампиры считают всех людей просто скотом и едой. Говорит, грядет война. Мы наконец-то дожали этот скот, берем над ним вверх. Граф Ваблан. Во-первых, у него смешное имя. Во-вторых, он вполне мог убить Аннет. Но сделал то же самое, что Олрекс. Получается, у нас тут Олрекс 2.0, который просто оставил на потом потенциальную проблему. Молодец. И вообще Ваблан меня бесит. Наверное, это даже хорошо для злодея, которого мы должны ненавидеть и надеяться на победу над ним. Но тут немножечко другой случай. Он противный, и на этом все. Мне не хотелось, чтобы Аннет его победила, потому что он какое-то там супер злое зло. Нет, мне хотелось, чтобы Аннет его победила, просто потому что он мне надоел, и мне не хотелось больше на него смотреть. Абсолютно плоский злодей какой-то получился.
неинтересно на них было наблюдать. Почему у Олрекса камни светятся, как лампочки в тени? Потом показывают, что они стоят в полной тени, темноте. Лампочки то включаются, то выключаются. Это выглядит как-то странно. Возможно, они хотели показать, что типа вот он такой весь мистический, волшебный, но мне не нравится, как выглядит. Они же в тени стоят. Почему у него камни реально светятся-то? Почему? Итак, Эржебет Баттери. По сути, главная злодейка этого сериала. И мне ее дизайн при жизни нравится куда больше. Этот дизайн выглядит, она прям огромная какая-то, еще прическа странная. Кстати, она тут из России. В 3-й серии уже превращенный Эдуард почему-то нападает на своего собрата, будучи ночным существом. Они могут сохранять память о прошлой жизни. Ты помнишь, кем ты был, прежде чем попасть в ад? Я не все помню, как будто... Я помню все, как будто во сне. Но только отдельные моменты этого сна. Но они никогда не предадут своего мастера ковки. Ты создан, чтобы повиноваться мне. Тут мастер ковки – местный аббат. Даже сам аббат говорит, что это типа, возможно, местный брак. Или закралась ошибка в процессе твоего создания. У меня вопрос. Почему же тогда у Гектора и Айзека не было ни одного брака за все 4 сезона? Напоминаю, что у каждого мастера ковки свой инструмент. У аббата это адская машина из самого ада. У мастеров ковки свой инструмент. Откуда аббат взял эту адскую машину? Там немножко о ней рассказывается, предположения и прочее. Типа заключил договор с дьяволом, скорее всего, и получил такую силу. Но вопрос в том, что брака быть не должно. Кстати, ночные существа остаются верными тем, кто их создал. Это сюжетная дыра с этим неповиновением ночного существа. Я знаю, что Ксандра очень много будет на эту тему душнить, но с ночными тварями у меня немножечко другой вопрос. Представьте, как было бы интересно смотреть первой части Castlevania, если бы веселая команда Айзека, пока шаталась по пустыне, травила анекдоты. Кстати, об этом анекдот. Успокаиваемся. Анекдот. Идут по пустыне 99 ночных тварей и один мастер ковки. Находят лампу с джином, и джин каждому выдает по желанию. Ночные твари загадали снова стать людьми, а мастер ковки ничего не загадывал. Он просто посмеялся и перековал всех обратно. Ой, до этого минуты не получилось успокоиться перед рассказом этой шутки, но она такая тупая, извините, пожалуйста. Почему Мизрак, это рыцарь, который прислуживает аббату, один из рыцарей, вообще согласился переспать с Олрексом? Ему незаслуженно много времени уделено, он вообще толком никак не толкает сюжет, и он какой-то странный, непонятный, ватный. Во 2-м сезоне Жуст упоминает о целомудрии рыцарей. Так вообще непонятно, зачем нужна была эта сцена. И что было бы с этим рыцарем, если бы он отказал Олрексу? Это бы тряпка смогла его убить? Сомневаюсь. Это очень, так сказать, тонкая для меня тема, потому что плохо прописанные романтические ветки в произведениях меня лично бесят. Вот поговорим про Олрекса и Мизрака. Как? Зачем? Почему? Я ничего не имею против. Но, пожалуйста, сценаристы, я вас умоляю, прописывайте свои романтические ветки нормально, а не так, как сейчас. Во-первых, как Олрекс соблазнил Мизрака? Нам это никак не показывается, но, видимо, Мизраку хватило вот этих вот швыряний по двору и просто коротенького разговора в качестве прелюдии. Видимо, у него какие-то очень интересные предпочтения, раз такое произошло. Да и, собственно, зачем? Зачем это все было? Ради вот этой вот душевной беседы, которая могла произойти абсолютно в любом другом месте, в любое другое время. У меня при первом просмотре Castlevania Ноктюрна была мысль, что Олрекс соблазняет Мизрака, чтобы через него изнутри церкви как-то порушить планы Эржебет. Но что-то этого я как-то тоже не вижу. Может быть, я чего-то не понимаю. Что вполне вероятно. Я вообще мало что в этой жизни понимаю, и вообще слушать меня не надо. Терра предлагает пойти через подземелье аббатства.
И ее спрашивают аж 2 раза, откуда она знает этот ход. И она 2 раза уходит от ответа. Откуда ты знаешь? Мы должны выяснить правду. Он создан до того, как аббаты-монахи прибыли с Мальты. Ты случайно наткнулась на него, когда собирала цветочки? Он ведет в погреба. И главные герои это хавают, просто забивая на эту тему, и никак ее не продолжают спрашивать. Не будем повторять историю с замком. Ты боишься. Какая же Аннет бесячая суть. Шпыняет Рихтера, ну его, если честно, вообще все шпыняют. Но тут она ставит себя выше других. Вы дети без жизненного опыта. Без опыта трудных решений, которые принимают взрослые. При том, что ей тоже 19 лет, между прочим, как и Рихтеру. Кстати, звуки монстров взяты из Dying Light. Это еще один факт экономии. Прыгуны точно так же орут. Снова возвращаемся к теме музыки. Пение Эдуарда под битву в катакомбах заходит просто замечательно. Намного лучше того вот непонятно чего, что нам дали в замке. Во-первых, это еще символично, потому что они за этим Эдуардом пришли, и его голос как бы их ведет. Но еще добавляет драмы какой-то вот, меланхоличность и спокойствие мелодии, которые он напевает. Очень красиво смотрится. Вот здесь вот молодцы, я даже похлопаю. Вылазка в аббатство оказалась провалом. У Рихтера затряслись поджилки от Олоракса, и он убежал. Олоракс опять же никого не покалечил. У Аннет были планы убить Эдуарда, которого превратили в ночное существо, и она тоже с этим облажалась. Если я не смогу спасти Эдуарда, я убью его. И тем самым срывается на убежавшего Рихтера, что это он все испортил. Но у самой же были шансы прикончить Эдуарда, отправить его, так сказать, в последний путь, и все было бы хорошо. Но она плачет и срывается на убежавшего Рихтера. Он сбежал. Свалил, скотина! А еще одного вампира-мужика-аристократа просто убили. А в 5-й серии Аннет реально просто бесит своим тупым поведением. Вы ждете Рихтера для всех своих начинаний? Он сбежал. Никакого сострадания, никакого понимания чужих проблем. Совершенно эгоистично. Нам всем снятся кошмары. Позволила бы прошлому пугать меня. Никогда не освободилась бы от него. Есть только она и ее проблемы. Я обещала Эдуарду вернуться за ним. Я не расстроена. Я в ярости. Я знаю, но нужно подождать. Чего? Перегруппируемся. И должны все действовать только как она сказала. Напоминаю, что это именно из-за нее в замке их обнаружили. Она не смогла убить и никак не спасла Эдуарда. Просто стояла и втыкала, пока Дролта не напала на нее. А вот это? Она уже взрослая, ее можно убить? Это совсем другое. Вампир с пафосом не убивает Аннет, позволяя ей убить себя. Этот запах — горящая плоть. Твои ночные кошмары. Не я сейчас в клетке. Естественно, она как бесстрашная машина без всяких чувств. Так еще и этот тупица больше рассказывает о Эржебет. Эржебет богиня! Она пила кровь Сехмет. Египетской богини. Да. Сехмет, дочь Ра. В этой серии Аннет кажется мне очень эгоистичной. Она не слушает и даже не хочет слушать ни Марию, ни более взрослую и опытную Теру. А вот теперь поговорим о том, о чем мы уже начинали разговор, когда я говорил про Воблана. Драка с Вобланом – это смешно. Знаете почему? Потому что мне кажется, что вот эти вот кресты, которые она пытается ему противопоставить, которые она сделала, на секундочку, буквально просто из прутьев от забора. Эти кресты почему-то его останавливают и даже обжигают. Хотя они даже не совещены и не сделаны из серебра. Но тут вопрос хороший, кто бы стал делать кованый забор из серебра? У меня есть на это ответ. Это либо люди, которые очень по-умному хотят защититься от вампиров,
Либо люди, у которых очень много денег, либо люди, которые хотят по-умному защититься от вампиров и у которых много денег. Вот другого варианта я не вижу. Насколько я помню, такой же прием с самодельными крестами применяли в бале вампиров. Там они, по-моему, подсвечники скрещивали, и это отпугивало вампиров. И это простительно, потому что бал вампиров – это комедия, и это должно быть смешно. И это было смешно, лично мне, по крайней мере. А тут это все, к сожалению, подают на полном серьезе. И вот надо, как-то это воспринимать. Она сделала крест из прутьев, и он отпугнул вампира. Да я тоже так могу, смотрите. Страшно. Не делай так. Ну и возвращаясь к предыдущему, уже сказанному мной мнению, битва с Лабланом и победа над ним не ощущается как победа или как что-то значительное, потому что это был просто надоедливый тип, которого хотелось брать с экрана. Спасибо тебе, Аннет, что ты это сделала, но могла бы при этом не раскидываться вот этими вот своими пафосными речами. Солнце встает, поглощая тьму. И так всегда. Таков естественный порядок. Эммануэль. Я пришел поговорить. Про Аббата в этой серии у меня примерно такое же мнение. Он ведет себя довольно эгоистично, когда приходит к Марии и Терри и пытается обосновать свои действия. Он думает, что от него прямо что-то очень глобальное в этой истории зависит, хотя он в ней просто пешка. При этом он еще и Богом прикрывается, и это звучит скорее как бред фанатика. Хотя, скорее всего, Эржебет и Дролти такие и нужны были. Ими проще манипулировать. Особенно еще и учитывая положение Аббата в обществе. Он стал для вампиров ценным союзником, как и для того, чтобы влиять на народ, так и для того, чтобы делать ночных тварей. Но суть одна и та же. Он слишком высокого себе мнения. Рихтер внезапно встречает Жюст Бельмонт, твой дедушка. Своего дедушку в каком-то случайном кабаке. И тут от деда мы видим, что Кнут не только вампиров может гладить, а еще и хорошенько им звездюлей выдавать. Когда можно по сюжету мужикам выдавать звездюлей? У меня вопрос к Жусту. Где ты был все это время? Даже если он не участвовал в воспитании Рихтера, и он говорит об этом сам, своими словами, он вполне мог найти какое-нибудь оружие и сражаться наравне с главными героями. Потому что его показали как довольно неплохого убийцу вампиров, особенно с хлыстом Рихтера. Он как бы мог из тени своим ходом как-нибудь, но все-таки мешать планам Эржебет. Но мы узнали о его существовании только в этой серии. И до этого о нем даже никак не говорилось, что я считаю странно. У вас там как бы конец света намечается, солнце хотят съесть, нашествие вампиров. Как тебя там? Вот он настолько не запоминающийся персонаж, что даже имя вылетело из головы. Жюст. Тебя ничего не смущает. Вот опять, никого, кроме главных героев, ничего не смущает. Жюст, мне кажется, какие-то твои личные принципы тут не особо играют. Ты мог бы стать отличным союзником, но при этом где-то пропадаешь. И от этого, впечатление персонажа немного портится. Но про Жюста я еще скажу. Начало 6-й серии. На Дролте революционная одежда. Именно с таким фасоном ходили те, кто поддерживал революцию. Что на тебя надето? Поскольку бастовать в роскошных, тяжелых, громоздких одеяниях было невозможно. Поэтому аристократия, кто перешел на сторону революции, придумали такую новую, еще более легкую, чем рококо, моду. А старая аристократия как раз таки не признавала новую моду и новые порядки. Из-за этого встретились с гильотиной. Мне непонятно, а чего Дролти-то боятся? Могли бы более какой-нибудь роскошный наряд придумать. Опять же, это просто нелогично. Почему именно такой фасон у нее? У меня есть много чего плохого сказать про Эржебет. Во-первых, то, как перед ней нагоняли страху. Вот, придет Мессия, всех поставит на колени. А в итоге, нам показывают персонажа с откровенно дурацкой прической. Простите меня, конечно, дизайнеры персонажей, аниматоры, художники. Но я не могу серьезно воспринимать злодейку, когда она лук, еще и вот со своими этими псевдопафосными речами, она скорее не внушает страх, а вызывает много вопросов.
А еще лично вот мной замеченный ляп в анимации, но там была сцена, где РЖБ дают девушку, она садится на колени перед ней и начинает ее пить. Следующий же буквально кадр, ее юбка выглядит так, будто бы она не села на колени, а вот так аккуратно расправила подол, и только тогда на него положили девушку. Тут, знаете, отдает вот этими вот багами в играх, когда ткань или какая-то другая часть модельки клипается сквозь другие объекты. Я не знаю, как это по-другому объяснить, но выглядит это, конечно, странно. Аннет колдунствует и идет в мир духов. Там болтает. Я, если честно, не помню, кто это, поскольку все эти моменты всегда очень скучные. Ты убила Ваблана. И я потеряла Эдуарда. Мальчишка Бельмонт оказался бесполезным. Он буквально сбежал. И как же меня бесит Аннет. Она сравнивает, ставит знак равно между ничтожным Додиком Волбаном и Олораксом, который здесь тоже Додик, но в оригинале выдает звездюлей. Он сбежал. А тут умеющий превращаться в огромного дракона. Аннет, а как насчет твоих косяков? Что? Это совсем другое. Как вы можете даже сравнивать? Во время моего просмотра этой серии у меня был час ночи. И может быть дело в этом, но разговор с духами, я сейчас прошу прощения за каламбур, который будет, показался мне ужасно душным. Его хотелось полностью пропустить. В этом разговоре, по сути, не было ничего нового. Они просто повторили мысль про свободу, которая уже была в предыстории Аннет. И самое главное, запихнули в конец. А именно то, что Аннет должна научиться слышать предков, потому что это буквально питает ее магию. Мне кажется, что эта сцена была бы лучше и интереснее, если бы все-таки объяснили какие-то истоки магии Вуду. Потому что мне сначала было даже непонятно, что это такое за магия. Это потом мои уже умные люди сказали, что это Вуду. Для несведущих зрителей лучше было бы объяснить, чем снова говорить о свободе. Теперь поговорим о Жусте. Мне нужны чертовы ответы, дедуля. Зови меня как угодно, только не дедом. Он тут эгоистичный ублюдок. Ты не хотел, чтобы я знал, что мой родной долбанный дедушка живет в паре миль отсюда? Нет, не хотел. Ты бы ждал чего-то от меня. Советов, поддержки, подарков на день рождения. Кому нужна эта хрень? При всем пафосе, как он легко убил вампира, его и Рихтера довольно легко скручивают. И опять у Рихтера 0 урона от кнута. Злодейские злодеи любят очень долго говорить и не убивать главных героев. Но тут внезапно у Рихтера пробуждаются магические силы. И Рихтер сам же говорит, что он не понимает, как это произошло. Я не знаю. Но хорошо, что силы вернулись. Круто. Ко мне вернулась магия. Я заметил, как это вышло. Не знаю. При первом просмотре мне эта сцена тоже показалась странной, поскольку чувствовалась какая-то недосказанность, что просто половину сюжета бац и обрубили, и все. И опять же, умирать с вампиром-мужикам. Меня вообще поражает то, как быстро к Рихтеру вернулась магия. То есть всю жизнь после сильного травмирующего события он не мог колдовать. И все, что ему нужно было, чтобы вернуть магию, это схватить деда, что-то плохое сказать про его семью, и, пожалуйста, он снова может колдовать. И я, может быть, не за то за что-то плачу своему психологу. 7 серия. Мессия тоже бесит из-за своего ЧСВ и громоздкого дизайна. Бог, это я. Продолжаю свой хейт Эржебет. Я все еще не могу серьезно ее воспринимать. Она должна быть устрашающей, но при этом она не делает абсолютно ничего, чтобы создать такое впечатление. Она только красиво говорит и красиво колдует. На этом все. На ее фоне Дролта, который реально что-то делает, она там строила планы, собирала вокруг себя вампиров, собственно, готовила все к приезду Эржебет. Она кажется большей злодейкой, чем та, кого выставляют главным злодеем сезона и в целом сериала. Я богиня. Разумеется. Я сказала, склонись. Олрекс окончательно превратился в тряпку. Я велела тебе склониться. Покажи же себя в полный рост, где же тот монстр крутой?
Дай им всем звездюлей, что они себе позволяют. А нет, он склонился. Все, расходимся. Это уже третий, по-моему, мой просмотр Ноктюрна, но я до сих пор не могу понять, кто такая Дролта. Она вампир, она демон, она каким-то образом и то, и другое. Никакой абсолютной информации в первом сезоне о довольно важном для сюжета персонаже, что я считаю как-то неправильно. И тут, знаете, такая же проблема, как с Эдуардом у меня была. Лучше было бы закинуть экспозицию сейчас, особенно учитывая, что мне не было известно о том, что будет какое-то продолжение. И для меня первый сезон оборвался довольно резко, без каких-либо объяснений. Вопросов к Дролте у меня все еще много. Я все еще не понимаю. И это уже косяк все-таки сценаристов и создателей. Очень какие-то странные проблемы у этого сериала со вскрытием персонажей. Половины мотивации, половина того, почему они так делают, просто непонятно и не объяснено. У него есть машина. Потом Олрекс вообще помогает главным героям, тем, кто убивает вампиров. Не вынуждай меня биться с тобой. Вы должны непременно уничтожить машину. Сам уничтожь. Я мог уже трижды убить тебя. Убей жену. Ирония для нас обоих в том, что теперь мне нужен Бельмонт. Я не сомневаюсь, что они бы убили нового любовника Олрекса, став он вампиром. Мария по своей тупости и глупости пошла в одиночку в аббатство. Где же та самая умная Мария? Есть также вопрос к Марии. Ведь аббата не было в ее жизни вот буквально до этого момента. Сколько ей там лет? 18, 17, 19? Какой-то такой диапазон. Она все это время жила без отца, но стоило ей узнать о родстве с аббатом, так сразу отец. И сразу давай я тебя буду спасать. Уходи вообще из этой опасности. Не понимаю. Она спокойно жила до этого и может спокойно прожить дальше. Мария, дорогая моя, забей на него. Это ради твоего же блага. Может быть, твоя дочь? Это уж точно скрепит наш союз. Дочь? У аббата нет дочери. Мужчины, ведомые своими яйцами. И моя рука сжимает твои. Аббат полный козлина, думающий лишь о себе. Твоя жертва здесь вознесет твою душу на небеса. Связать ее. Чертов псих. Наш Dream Team главных героев постоянно говорит о том, что надо спасать Эдуарда. Но при этом до самого конца сезона на этого Эдуарда все забивают. Ты не сильно он им нужен, потому что у них было множество возможностей просто собраться с мыслями, придумать план и уже спасти этого своего Эдуарда. Хотя не знаю, чем его можно было спасти, потому что он там сам говорил, что он нужнее в аббатстве. Да и вообще хватит разделяться. Сначала сбежал Рихтер, потом ушла Аннет, теперь пошла Мария. Никто из них при этом не имел никакого четкого плана действий. И поодиночке они рисковали сильнее, чем командой. Они шли просто за какими-то личными целями, а не за общей. Это сильно их задерживало. Как человек, который играл в настольно-ролевые командные игры, и который очень много уходил по своим делам, при этом задерживая остальную пачку. Я знаю, о чем говорю, и это бесит. Может быть, если бы они реально что-то сделали вместе, то второго сезона бы не нужно было, но имеем, что имеем. А Мизрак также никак не мешает аббату и просто бежит в дом главных героев. Мария у аббата. Он принесет ее в жертву Эржебет. А где же ты был весь сезон? Ты же откровенно помогал злодеям и сопровождал аббата с его ночными существами. Где мозг, Мизрак? 8-я серия. Дизайн Мессии очень странный. Это какой-то каджит. Дрянь, а? Всем каджитам портит репутацию. Смесь человека и кошки, причем больше человека. Я не хочу больше говорить про дизайн РГБ в этом сезоне. Можно и не буду. Что это? Олрекс теперь убивает последователей Мессии. Трус! Отпусти меня! Ты не можешь драться с Эржебет. Тогда ты с ней сразись. Ты могущественный вампир. Недостаточно могущественный. У Мизрака хотя бы появилось желание сразиться. Где же ты был, Олрекс?
когда Мессия еще не была так сильна. Хотя в сериале вообще непонятно, это грань силы. Кто из них сильнее? Мессия ничего толком не делает. Олрекс хотя бы в дракона превратился один раз. Вернемся к Олрексу и Мизраку. Мне абсолютно не ясно вот это вот стремительное развитие привязанности Олрекса к Мизраку. По-моему, после той сцены они даже не пересекались. Так почему сразу Олрекс решает его спасти? Почему так за него переживает? Там, по-моему, до слез даже было. Хотя буквально вот несколько серий назад он говорил, что не любит Мизрака. По-моему, тут какое-то... Либо он сам себе врет, либо, сценаристы что-то не дописали. Может, были какие-то закулисные сцены с ними, но даже если так, возвращаемся к тому, что в этом сериале очень плохо прописаны романтические ветки. Олрекс настолько убогий, что даже не идет за Мизраком, хотя тот говорит «иди и помогай нам». Но нет, он просто берет и уходит. А его хотели показать как положительного персонажа. Типа смотрите, не все так однозначно, есть и хорошие вампиры. А имба Мессии теперь еще и урон не получает. И имеет 100% защиту от огня. Битва в церкви. Возможно, это только мое какое-то представление, мой какой-то прикол, но лично мне было очень сложно уследить за происходящим из-за быстро сменяющихся кадров и резкой анимации. Конечно, художники молодцы, аниматоры тоже молодцы, но на что я смотрю? Теперь сливают еще и Терру. Мессия делает из нее своего вампира. Сезон у меня прям сильно росло уважение к Терри. Реально классный персонаж. Она помогает главным героям. Она действует, по-моему, единственная из положительных персонажей, не из каких-то эгоистичных соображений. Ну и, собственно, то, как она приносит себя в жертву ради дочери, это красиво, это классный ход. И еще бонус то, как это выглядит жутко, когда ее начинают обращать в вампира. Вот реально было неприятно, что ли, смотреть на эту сцену. И это классно. Вот тут вот и даже поаплодирую. Молодцы. Хоть что-то вы сделали хорошо. Машину в ад так и не отправили. Провал по всем фронтам. И тут внезапно появляется Алукард. Я Алукард, сын Дракулы, и если сразитесь со мной, то умрете. Рыцарь на белом коне. Он пронзает сердце Дролты и почти что ее убивает. Ну как? Он ее убивает, но труп они почему-то не сжигают и просто оставляют. То ли положительной, то ли на отрицательной носе появление Алукарда. Я помню свой первый просмотр Castlevania и помню, как у меня прям случился какой-то, не знаю, диссонанс, потому что появился персонаж из предыдущих частей. Но мне это понравилось, потому что это персонаж один из моих любимых. То есть с этой стороны хорошо, а с другой стороны не очень хорошо. Так это с той стороны, что они поменяли ему дизайн. Я не вижу никаких проблем с тем, что у него было более удлиненное и угловатое лицо, и более такого грязного цвета волосы. Они мало того, что скруглили ему лицо, так и сделали его платиновым блондином, и вообще он красавчик теперь. Я не жалуюсь, конечно, но все-таки странный ход со стороны дизайнеров. Подведем итоги. Рихтер – убогий мальчишка, которого постоянно шпыняют. Ты боишься. Кнут по урону ужасен. То ваншоты от противников – это бывает очень редко. Чаще всего Кнут просто гладит противников. И все. Мария какая-то грубая, бунтарка и творит глупости. Аннет полностью изменили. Имеет какую-то читерскую магию, дарованную ей по сути с рождения. Урон всегда вносит максимально. Кроме финала в первом сезоне. Грубая, чаще всего безэмоциональная машина для убийства. Эгоистичная, готовая подвергнуть опасности других. Олрекса тоже изменили. Теперь он ацтек-гей. И абсолютная тряпка. Мотивация чаще всего непонятна. Мизрак тоже какой-то глупый, просто слепо следует приказам. И не понимает, он откровенно помогает злодеям и сам этого не понимает. Мужик-тряпка. Аббат. Мерзкий эгоист, который думает лишь о себе. Дролта и Мессия просто имбовые персонажи. Чаще всего их реплики раздражают. Они просто хотят всех покорить. Эдуард.
бесполезный в бою, которого просто слили. Жюст Бельмонт, эгоист в депрессии. А Лукарда испортить не успели, ведь он появляется в самом конце. Надеюсь, я не опоздал. Терра больше положительный персонаж. Считай, она вырастила Марию и Рихтера. В целом очень добрая и в конце даже пожертвовала собой, чтобы Марию не забрали. Хоть и скрыла, кто ее отец. Ее отец Аббат. Вот и выходит, что все мужики либо козлы, либо мертвы, либо лютые тряпки, либо Алукард, которого еще не успели испортить. Сильная спешка и урезанный бюджет на лицо. Помните, какие были первый и второй сезон Кастлвании, оригинальный, где именно с Дракулой? Довольно много крупных планов всяких, много персонажей, много историй, неторопливый сюжет, а много о чем рассказали. А еще все действия происходят в 3 локациях. Дома главных героев, церковь и замок вампиров. Сражений мало, и они какие-то невыразительные, я бы сказал. Довольно много времени уделено о несправедливом рабском отношении по отношению к чернокожим людям. Как я уже говорил, это довольно глупо во вселенной, где абсолютно все вампиры считают людей едой, скотом и рабской силой. Еще я хотел подсчитать все убийства Аннет и Рихтера и сравнить их. Но что-то уже устал от этого сериала. Зато предлагаю вам написать в комментариях, сколько вы насчитали вставок, обнаружена тупость и экономия. В заключение хочу сказать спасибо огромное Александру за то, что он пригласил меня, позволил поучаствовать. И спасибо вам за то, что посмотрели. Надеюсь, что вам понравилось. И если вы хотите видеть больше моего творчества, то, напоминаю, подписывайтесь на мой телеграм-канал. Всем au revoir. Вот и закончился разбор первого сезона Castlevania Nocturne. Если вы досмотрели до этого места, дайте знать в комментариях. А также не забывайте ставить лайки, подписываться на мой канал и заходить в мой телеграм-канал. Благодарю за участие Лоренса и призываю вас подписаться на его крутой телеграм-канал, где он выкладывает свое творчество. Еще увидимся. Пока!